Был на природе, нашел отличный экземпляр жука-оленя. Практически все конечности были целые, что по сути играет большую роль для коллекции. Но, к сожалению, жук был сухой. Ничего, подумал я, дома что-нибудь придумает. Положил в машину его, забыл еще недели на 2. В общем, когда он уже добрался домой, был полностью сухой. Всем привет, друзья! В этом видео хочу поделиться с вами простым способом, как вернуть былую эластичность нашему жуку. Перед тем, как начну, по традиции хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк. Тем самым вы мотивируете делать новые интересные ролики, за что я буду очень благодарен. Ну что ж, давайте начнем. Вариантов для эластичности нашего жука довольно немного. Из них я выделяю всего два, самых лучших на мой взгляд. Первый — это паровая баня, второй — так называемый маринад. Последний мы и рассмотрим. Для данного способа нам понадобится емкость с крышкой и бутылка уксуса. Точнее, то, что в ней находится. Положим нашего жука в баночку, зальем его уксусом. Нам обязательно пригодится крышка. Так как уксус имеет резкий запах, крышка будет удерживать. Но здесь мы сталкиваемся с небольшой проблемой. Жук легче жидкости всплывает, уксус полностью его не покрывает. А нам важно добиться результата, когда все конечности будут покрыты уксусом. Размягчает соединительную ткань и белковые волокна. Убивает весь аромат мяса. Это отличный способ, основанный на действии кислоты, который не только вернет эластичность нашему жуку, но и спасет от выедания другими насекомыми. Немного побыв в уксусе, жук не приобретет необходимой нам эластичности, поэтому нужно его оставить хотя бы на пару суток. А если у вас нет времени им заниматься, можно совершенно спокойно оставить его на неделю или даже на месяц. А еще лучше поставить в морозильную камеру. Тогда процесс ускоряется, эффект, как мне показалось, намного лучше. Друзья, а вы хоть раз проводили похожие операции? Если да, то пожалуйста напишите мне в комментариях, какими консервантами вы пользуетесь, может быть паровой баней или какими-то своими интересными способами. Мне будет интересно попробовать в следующих экспериментах, и возможно ваш уникальный способ попадет в мое следующее видео. Для того, чтобы наш воздушный жук полностью покрывался уксусом, взял брусочек дерева по диаметру нашей баночки. Брусочек упирается в стенки и хорошенько прижимает нашего жука. Если поставить в морозильную камеру, уксус заледенеет, жук будет на одном месте. Если необходимо, доливаем нужное количество уксуса, закрываем крышечкой и ставим в морозильник. Вот как выглядит наш аквалангист. Честно говоря, я очень рад, что мне попался мертвый жук, что не пришлось лишать жизни такое прекрасное создание. Он отлично впишется в мою коллекцию, ну а с конечностями можно всегда поработать. После 3 дней нахождения в морозильной камере достал баночку с содержимым, и вот как все это выглядит. Практически вся площадь баночки покрыта льдом, наш жук зафиксирован. В общем, картина сложилась, как будто бы достаю динозавра. Ставлю баночку в теплое место, даем растаять. После этого достаю жука и давайте попробуем, что у нас получилось. Первым делом может показаться, что лапки все так же не эластичны, но это обманчиво. Нам необходимо разработать суставы. Каждую из лапок, усиков нужно аккуратненько водить со стороны в сторону. Буквально пару легких движений, и все, лапки становятся эластичными. То же самое проделываю с рогами. Поначалу может показаться, что вы сломаете, но спешу вас переубедить, скорее этого не произойдет. Если и выльется такая неприятность, то всегда можно подклеить. Жук довольно огромный, работать с лупой и пинцетом не придется. Остается красиво выставить лапки и самого жука, дать ему высохнуть, сохранить нужную нам форму. На этом видео подходит к концу. Благодарю всех за просмотр, за лайки и подписку, а также переходите на канал. Здесь вы увидите много интересных роликов, возможно, что-то откроете новое для себя. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.